Всем привет! Сегодня у нас ознакомительное видео. Мы будем ознакомить с нашей помощницей, которую мы приобрели не так давно, но уже успели полюбить. Могу сказать, что до этой вязальной машины у меня не было ни одной, никакой. Последний раз я вязала, наверное, в классе 3 на спицах. Мечтала научиться на крючках, но так это и осталось в мечтах. И когда я узнала, что есть сейчас уже такие вязальные машины, всерьез задумалась о том, чтобы приобрести. Но хочу сказать сразу, что пока я искала информацию в интернете, видео, также ознакомительные какие-то, мне многого не хватило. Я хочу поделиться с вами с теми, возможно, трудностями, с которыми столкнулась сама, и, может быть, и вы найдете для себя какие-то ответы. Наша вязальная машина, сейчас мы вам ее покажем поподробнее. Это Silver Reed. Вот она, Silver Reed. СК-280, СРП-60М. Мы брали новую с магазина. То есть это было сделано целенаправленно для того, чтобы можно было получить на нее все документы. Ну и, собственно, все инструкции, поскольку ничего общего раньше я с машинами не имела. К ней шли инструкции. Сейчас я вам их покажу. Они отдельные. В каждой книге есть свои определенные характеристики. Где-то описано, как справляться с трудностями по машине. Где-то описаны способы вязания. То есть здесь, в принципе, все понятно. Но могу сказать точно, что если бы мне не попался толковый продавец и менеджер, который при покупке машинки мне ее собрали и показали, как читать схемы, я бы, наверное, ничего не поняла. Потому что, когда я видела схемы в интернете, для меня было это очень непросто для восприятия. Сейчас мы найдем первую схему. Любую. Хотя на самом деле вот они схемы. В инструкции все понятно, по большому счету. Но мне почему-то чуть-чуть не хватило именно простыми словами объяснений. Поскольку я к вязанию до этого не имела никакого отношения, то вся терминология для меня была очень непроста для восприятия. Вот схема. Типичная. Это идет вязание на 2 фантурах. То есть вот эти, собственно, как я называла, когда не знала, как это называется, штуки. Вот это называется фантура. Передняя, вот она к нам. И задняя наверху. То есть задняя. Можно снимать, их отстегивать, вязать на одной фантуре. То есть это там по вашему желанию, по способу вязания. Я сейчас в данный момент осваиваю все, что я вязала, только на 2 фантурах. То есть потом буду экспериментировать дальше. Вы увидите эти видео. Стол, как вы видите, обычный. Это деревянная лавка, которую у нас уже была дома сделана. Специальный стол на ножках я не видела смысла приобретать, тем более там он стоил существенных средств. Ну, для меня, во всяком случае, я не видела в этом никакого смысла. Я спокойно на эту лавку установили. Вот я сейчас вам покажу, постараюсь. Вот так это выглядит, как она там установлена. Все прекрасно работает. Дальше у меня есть там еще место оставалось для закидывания, собственно, тем, что мне под руку нужно. Внизу я оставила крышку с тем, что мне необходимо, чем я часто пользуюсь. Все остальное лишнее я убрала. То есть пока это вот так.